Дорогие зрители, здравствуйте! На этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня покажу, как приготовить любимые молочные коржики, но более сытные, полезные, из цельнозерновой пшеничной муки и без сахара. Выливаем молоко в сотейник, добавляем подсластитель по вкусу. Подробную информацию по своему подсластителю всегда указываю в описании под видео. Постоянно помешивая, прогреваем массу на невысоком огне до состояния, когда растворится подсластитель и пойдет вот такой пар над сотейником. Затем добавляю предварительно порезанное на кусочки сливочное масло. Перемешиваем до растворения масла и снимаем с огня. Пока отставим сотейник в сторону. Дадим массе немного остыть и тем временем за несколько минут подготовим другие ингредиенты. Просеянную через сито муку объединяем с разрыхлителем и солью. Перемешиваем до однородности. Яйцо тщательно взбиваем вилкой или пробиваем блендером до вот такой однородности. Теперь половину вот этой яичной массы вливаем в молочную смесь. И еще половину оставим для смазывания коржиков. Если решите не смазывать яйцом, то в тесто можно добавить сразу все яйцо целиком. Добавляем ваниль или ванилин по вкусу. Из небольшого сотейника перелью массу в более вместительную миску, в которой буду замешивать тесто. Затем сразу или в два подхода всыпаю всю муку и замешиваю однородное тесто. Замешивается оно недолго и получается вот таким мягким и податливым. Перекладываю тесто в пакет и убираю в холодильник хотя бы минут на 20. За это время тесто охладится, отдохнет и с ним будет легче работать. У меня прошло полчаса. Достаю тесто из холодильника. Тесто после охлаждения могло стать слишком твердым. В таком случае придется поддержать его при комнатной температуре, либо можно совсем немного подогреть его в микроволновой печи. Примерно до вот такого состояния. Раскатываем тесто до толщины 8-10 мм. До тех пор, пока тесто не закончится, вырезаем фигурки. У меня вот такая вырубка для коржиков диаметром 9 сантиметров. Застилаю противень тефлоновым ковриком и аккуратно выкладываю коржики на некотором расстоянии друг от дружки. Каждый коржик смазываю яйцом. Еще можно молоком. Разницу между смазанным и не смазанным коржиком покажу в конце ролика. Отправляем в заранее разогретую до 170 градусов Цельсия духовку. Выпекаем до готовности около 15-20 минут. После чего достаем из духовки. Даем коржикам остыть и перекладываем в пакет или контейнер, чтобы они сохранили мягкость и не пересохли. Сейчас показываю, как выглядит коржик, который смазала яйцом. А вот этот ничем не смазывала. По вкусу прям явно разницы нет, разве что у покрытого более жирная на вкус верхушка. Смотрите, вот такие коржики получились. Очень вкусно для повседневного чаепития. На мой взгляд, это хорошая замена любимым коржикам на пшеничной муке и большом количестве сахара. Да, может, они не такие вкусные и по калорийности не сильно отличаются от обычных, зато они не вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. То есть их не тянет съесть по 5 штук за раз. Вполне будет достаточно одного. Надеюсь, вам понравится такой рецепт более полезных молочных коржиков. На этом у меня сегодня все. Желаю всем приятного чаепития, конечно же, мира, здоровья и добра. До новых вкусных рецептов!